Тельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2022 года. И помогут мне сегодня в этом Таро ужаса, а также Ленорман Силуэт. Колоды, которые раскроют ваш потенциал на данный месяц и подскажут, какой вектор в развитии ваших вопросов вам необходимо выбрать. Настройтесь на расклад, на получение информации. Пусть он вас порадует добрыми событиями. А мы с вами проанализируем эту цепочку. Итак, общие энергии. Что вас ожидает в плане работы? Что ожидает по финансам? Вопросы здоровья, вопросы личной жизни, рекомендации от карт на месяц. Все арканы перед вами. Хорошо видны. Приступим. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится аркан повешенный или подвешенный. Можно сказать, что это в некотором смысле для кого-то может быть застой или приостановка действий. Это, знаете, для того, чтобы собраться с мыслями, с целями, идеями, прописать себе план действий на последующий период. А для многих из вас это, в принципе, иной взгляд на ситуацию, на происходящие процессы, на какие-либо вещи. Почему? Потому что, вот видите, он здесь в ужасе кричит от этих летучих мышей. Это, знаете, как заглянуть страху в глаза, посмотреть, что вас пугает, как от этого избавиться и действовать по принципу: не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Карта, которая часто указывает у многих для того, чтобы побороть какие-то страхи, заниматься личным, духовным просвещением, просветлением. Чтение и просмотр соответствующих передач, либо чтение соответствующей литературы. Углубление в те процессы, в те знания, которые для вас были закрыты, были неизведаны. Это и медитативные процессы, и желание глубже изучать эзотерику, неважно в каком направлении, в каком русле. Сейчас мы посмотрим, о чем конкретно здесь будет идти речь. У вас здесь ложится паж пентаклей. Это может быть застой или боязнь получить новые знания. У некоторых из вас это такой обоснованный, такой глобальный подход к поиску источников информации, к поиску наставников. Это может быть справедливо как для вас, так и ваших детей. То есть кто вам будет передавать этот опыт и навыки. Или если вы себя видите в качестве педагога, тренера, наставника, духовного путеводителя, то вы здесь будете взвешивать все за и против, готовы ли к этому, что вы можете дать обществу, дать людям, в каком направлении вам нужно двигаться. Конечно же, я уже предвкушаю, что в комментариях напишут: а как же вопросы зачатия? Да, для некоторых они здесь могут присутствовать. Так как дно колоды у вас здесь ложится жрица, обратите внимание, это углубление в вопросы получения информации, познаний, получения новых знаний, таинства. У кого-то будут здесь идти вопросы посвящения. То есть кто-то может действительно получить инициацию и развиваться дальше. Хорошо, смотрим, что у вас в плане работы. И здесь у нас ложится аркан суд. Ну что ж, восстанавливать свою деятельность. Если вы некоторый период филонили, халтурили, отдыхали, находились в отпуске или просто были безработными, то ситуация для вас здесь поменяется коренным образом. Итак, если вы у нас находитесь дома, то есть вы домохозяйка, вы в декрете, либо вы не работающий пенсионер, безусловно, у вас на повестке дня заботы о близких, о членах семьи. Но и помимо всего прочего, если смотреть эти арканы, у вас даже здесь суд и рыцарь пентаклей. Это взвешивать идеи и планы, как вы можете восстановить себя в какой-либо деятельности. То есть, может, что-то вы раньше делали, умели, не знаю, кто-то там играл на гитаре, а теперь может давать уроки гитары. То есть вы будете взвешивать свои какие-то задачи, как вам к этому подойти, как это грамотно организовать, чтобы и вы получали удовольствие и заработок, и те люди, которые к вам приходили за услугами, остались довольны качеством вашей работы. Если же вы у нас в статусе соискателя, то здесь что мы видим? Суд
и рыцарь мечей. У кого-то, как это ни странно, может быть ситуация восстановления на работе через конфликт. Ну, допустим, вы подали какую-то жалобу в профсоюз или суд отстоял ваши права, что вас могли незаконно уволить. Ну, а для некоторых суд и рыцарь мечей – это, в принципе, кардинальным образом изменить сферу, где вы будете искать свою работу. По принципу, вы искали в какой-то творческой нише, например, флористом. Сейчас вы осознаете, что, например, это не востребовано, и можете пытаться себе реализовать в качестве маркетолога или там какого у вас есть образование. Это я привожу просто в качестве примеров, чтобы вы поняли, у вас меняется фокус, меняются цели, меняются задачи. Если же вы у нас наемный сотрудник, суд и шестерка жезлов. Ну, это, знаете, как с высоко поднятой головой вернуться на работу, если вы были в отпуске. Помимо всего прочего, суд и шестерка жезлов для многих могут стоять вопросы повышения на том предприятии, на котором вы есть. И в единичном ключе суд и шестерка жезлов – это такое окончательное понимание, осознание того факта, что вам нужно уходить в работу на самого себя или саму себя. То есть уйти на вольные хлеба. И для тех, у кого свой собственный бизнес, суд и четверка жезлов – это рост, процветание, это роскошь. Потому что здесь будет, знаете, ну, какая-то мега востребованность в отношении вашей деятельности, ваших услуг, ваших, допустим, там, товаров, которые вы предлагаете. Будете разрываться. Здесь однозначно у вас аврал. Если мы с вами посмотрим вопросы финансов, вот здесь ложится пятерка мечей. Вы скажете, как же так? Вы вроде бы все нормально по работе, а здесь пятерка мечей, денег нет. О чем говорит этот аркан? Давайте сразу мы с вами уточним. И видите, у нас здесь пятерка мечей и мир. Сейчас буду объяснять. О чем говорят эти арканы? Здесь могут быть идти материальные потери у кого-то вследствие боевых действий. Называю вещи своими именами. Поэтому ситуация, от которой никто не застрахован. По принципу, не дай бог, там у кого-то сгорело авто или пострадала недвижимость. То есть это, знаете, как, ну, как есть. Дальше. Если вы переезжаете, куда-либо едете, то можете просто стать жертвами мошенников в дороге. Ну, по принципу, заказали себе перевозчика, оплатили сумму, за вами там не приехали. Либо в дороге могли украсть ценные вещи. Или же заказывали через интернет. Если что-то там делаете, то, особенно если неизвестный сайт, старайтесь сделать какую-то минимальную покупку, иначе по этим картам тот товар, который вы закажете, он может к вам просто не прийти, и деньги вам не вернут. То есть для вас здесь какой-то вопрос разочарования. Чтобы вам избежать этой ситуации, видите, падает аркан смерть. Вопрос перемены. Ну, во-первых, многие вещи здесь изменить будет нельзя. Видите, два старших аркана, там мир, там смерть. Это просто принять как данность. То есть это как вопросы потери, отсечения для того, чтобы менялось мышление и что-то вы в своей жизни кардинальным образом меняли. Это как новый толчок действует, это трансформация. Я тоже телец, что вы мне потом не писали в комментариях, как ты можешь там желать такого другим. Ребят, эта информация касается меня в том числе. Но я подношу так, как оно есть, без всяких приукрашиваний. Еще здесь нужно менять концепцию, менять подход. Вот те, кто хочет легких денег, все и сразу, допустим, инвестируя в какие-то сомнительные фондовые биржи, о которых вы там ни словом, ни духом не знаете, опираясь просто на чье-то мнение, на чьи-то рекомендации, можете потерять здесь все и сразу. Поэтому делать этого не стоит. Вопросы здоровья. Вопросы здоровья у нас здесь семерка чаш. Да, по сути, это здоровье нормальное, но карта, которая может говорить о перегруженности эмоциональной. Это, знаете, как мысли, которые могут отравлять существование. Еще семерка чаш у нас очень часто, вот видите, здесь еще с тройкой чаш. У кого-то в прямом смысле слова задурманенный рассудок, но вследствие приема каких-либо препаратов, которые вам может не подходить. Ну, вы знаете, как тяжелая голова, либо дурная голова. Очень часто пишут на лекарственных препаратах. Допустим, если вы что-то употребляете, там не садиться за руль и так далее. Вот здесь аналогичная ситуация. То есть все, что принимаете, четко консультируйтесь с врачом, чтобы сами себе не навредили. Ну и, конечно же, отказ от алкоголя, потому что в рамках этого месяца он явно вам здесь будет не в плюс. И смотрим вопросы личной жизни. Личная жизнь, колесница. У вас, обратите внимание, здесь кто-то восстал из мертвых и активно движется в вашем направлении. То есть это как в отношении вас. Кто-то может заявить о себе из бывших с целью дать о себе напомнить, дать о себе знать.
и восстанавливать с вами союз. И если меня смотрит мужчина, потому что здесь все-таки колесничий сидит, то вы захотите реанимировать с кем-то отношения, их восстановить. В любом случае, посмотрим сейчас. Если вы у нас свободны, то колесница и девятка жезлов здесь указывают просто на общение на расстоянии, ну как, нет прямых контактов, нет прямых встреч. Если вы в любовных треугольниках, колесница, восьмерка жезлов, это может быть совместная поездка, это активное развитие ваших отношений, у некоторых даже может быть желание съехаться, жить совместно. Но и помимо всего прочего, это просто может быть совместное перемещение, ну по принципу даже уикенд выходного дня. И если у вас стабильные связи, колесница, десятка мечей. Вот то, о чем я вам говорила. Ситуация, от которой вы не застрахованы. Во-первых, в жизни все может быть кардинальным образом меняться. По принципу, повторюсь, у тех, кто живут у нас в регионах, где идут боевые действия, то это как бы терять все, потому что, видите, это даже тучи, пожар, то есть бежать от ситуации, это переживания, страхи, которые могут сказываться на ваших взаимоотношениях с партнером или с партнершей. И второй момент по связке этих арканов – это быть с партнером или партнершей на расстоянии. По ряду причин человек от вас может уехать. Это не именно там разрыв. Это может быть ситуация, когда человек уезжает по работе. Либо, поскольку у нас колесница, это все-таки тоже карта военных, и десятка мечей, человека могут мобилизовать. Потому что здесь, если смотреть в связке, в совокупности, видите, королева жезлов – это не разрыв, это не конфликт по какой-то там причине, что вы расходитесь. Это внешнесоциальные или политические факторы, которые могут влиять на ваши взаимоотношения. Если мы с вами посмотрим вопрос, что делать в рамках этого периода, у нас здесь ложится двойка пентаклей. Что бы ни случилось, не вешать нос, искать во всем баланс. Искать баланс, пытаться держаться, так сказать, здесь нос по ветру и держаться в любой ситуации. То есть находить выход, искать запасные варианты. Если мы посмотрим вообще с вами, у вас наиболее знаковые, смотрите, у вас старшие арканы здесь идут на вопросы работы, на вопросы личной жизни, то есть ситуация, которая от вас не зависит, может меняться. И видите, у вас даже совет повешенный, не делай поспешных выводов. И могу сказать так, поскольку расклад этот выкладываю заранее, учтите, пятерка мечей, видите, проблема по финансам. Копите ресурсы, копите финансы для того, чтобы вы потом не оказались застанными врасплох. Сейчас с вами посмотрим неожиданность этого периода. Что здесь? Так, всадник, птицы, крысы. Ну, информация, которая вас не порадует. Это первое, видите, потому что даже дно колоды Луна. Карта неясности, неискренности, обмана. Итак, по этим арканам, повторюсь, если вы в поездке, в путешествии, можете стать жертвой мошенников. Дальше. Дезинформация, за которую придется дорого заплатить, потому что всадник, допустим, товар, который вы заказываете на расстоянии, птицы, крысы, ну, дезинформация, которая приведет к вопросам мошенничества. Дальше. Если выбираете себе перевозчиков и прочее, не там вносите какие-то сумасшедшие суммы по предоплате, потому что, опять же, можете здесь остаться ни с чем, могут вас скинуть. Еще по этим картам, если все-таки у нас здесь идет речь о работе дистанционно, о поисках наставника, о своей реализации, то перепроверять всю ту информацию, которую вы изучаете, читаете, потому что она может не соответствовать действительности, и как следствие вы сами себя можете загнать в какие-то там тупиковые рамки, придется заново потом все переучивать. Месяц непростой, но готовьтесь к тому, что он непростым будет у всех. Это не конкретно у вас или там у овнов. Потому что, как многие пишут, вот вы там недолюбливаете какой-то знак зодиака. У меня нет предвзятого отношения никому из знаков зодиака. Моя задача грамотно вам скорректировать ситуацию и события, которые вас ожидают, чтобы негатив вас обошел стороной, но вы, как следствие, остались при своих интересах. Вот сейчас этим вопросом мы с вами и займемся. Так, мы это сделаем вот так. Вот таким вот ключом. Итак, вам победы, цели, достижения, нового этапа в жизни. Пусть для вас будет все-таки светлым и радостным. Пусть у вас отыграются только положительные события. Я же вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч.